Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогие преданные. Его милость Акинчана Кришна прабху ки джай. Спасибо вам большое, что пришли. There were a few verses I think we could start with. Мы можем с вами, я думаю, начать с чтения нескольких стихов. We are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 17, text number 72. Мы с вами будем читать Читание Чаритамриту Ади Лила, 17 главу и 72 текст. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Once, when the Lord explained the glories of the holy name to the devotees, some ordinary students who heard him fashioned their own interpretation. Однажды после того, как Господь рассказал преданным о величии святого имени, некоторые школяры стали по-своему толковать его слова. When a student interpreted the glories of the holy name as a prayer of exaggeration, Sri Chaitanya Mahaprabhu, greatly unhappy, immediately warned everyone not to see the student's face henceforward. Когда один из них сказал, что прославление святого имени – это лишь хвалебные речи, Шри Чайтанья Махапрабху так расстроился, что запретил остальным ученикам даже смотреть ему в лицо. There's a nice purport. We will read Srila Prabhupada's purport. Здесь очень хороший комментарий Шрилы Прабхупады, мы его прочитаем. Once, when Sri Chaitanya Mahaprabhu explained the glories of the transcendental potency of the Lord's holy name, the Hare Krishna Mahamantra, one unfortunate student said that such glorification of the holy name was an exaggeration in the Shastras to induce people to take to it. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху восславлял трансцендентное могущество святого имени Господа, Махамантры Харе Кришна, среди его учеников нашелся один злополучный школяр, который заявил, что такого рода прославление святого имени, приводимое в шастрах, является преувеличением. In this way, the student interpreted the glories of the holy name. И этот ученик, он говорил, что, мол, нужно, повторение святого имени нужно только для того, чтобы пробудить в людей... Нет, сейчас приводимый. Мне придется снова прочитать, в русском разделили. Sorry, they split it the same. Maybe we should just read the Russian, just read the whole Russian. Окей, я по-русски просто прочитаю. В общем, один злополучный школяр, который заявил, что такого рода прославление святого имени, приводимое в шастрах, является преувеличением. Мол, нужно это только для того, чтобы побудить людей повторять святое имя. Тем самым ученик дал собственное толкование величию святого имени. Такого рода утверждение шастр называется артхавадой, и относить к этой категории прославления святого имени является одним из оскорблений лотосных стоп святого имени Господа. Существует много видов оскорблений, но нама-апарадха, оскорбление лотосных стоп святого имени, одно из самых опасных среди них. Поэтому Господь не хотел, чтобы люди смотрели в лицо оскорбителя святого имени. Более того, Господь немедленно омылся в Ганге, не снимая одежды, чтобы показать каждому, с какой осторожностью следует избегать таких нама-аппарат. Святое имя не отлично от верховной личности Бога. Между Богом и Его именем нет разницы. Такова абсолютная природа верховной личности Бога. Поэтому того, кто проводит различия между Господом и Его именем, называют ашанди, неверующим или демоном-атеистом. Восхваление святого имени равноценно восхвалению верховной личности Бога.
Никогда не следует даже пытаться проводить различия между Господом и Его именем или считать славу святого имени преувеличенной. Text 74. 74 текст. Without even removing his garments, Lord Chaitanya took a bath in the Ganges with his companions. There he explained the glories of devotional service. Не снимая одежды, Господь Чайтанья совершил омовение в Ганге вместе со своими последователями. Там же он поведал о величии преданного служения. By following the paths of speculative philosophical knowledge, fruitive activity, or mystic yoga to control the senses, one cannot satisfy Krishna, the Supreme Lord. Unalloyed devotional love for Krishna is the only cause for the Lord's satisfaction. Следуя путями умозрительного познания истины, кармической деятельности или мистической йоги с целью обуздания чувств, невозможно удовлетворить Верховного Господа Кришну. Единственное, что может доставить ему удовольствие, это чистая преданная любовь к нему. The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, said, "My dear Uddhava, neither through Astanga Yoga, the mystic yoga system to control the senses, nor through impersonal monism, or an analytical study of the absolute truth, nor through study of the Vedas, nor through austerities, charity, or acceptance of sannyas, can one satisfy as much as by developing unalloyed devotional service unto me." Верховная Личность Бога, Кришна, сказал: «Дорогой Уддава, не аштанга-йога, система мистической йоги, предназначенная для обуздания чувств, ни рассуждения последователей манизма, пути философского познания абсолютной истины, ни изучение вед, ни тапасия, ни благотворительность, ни принятие саньясы не могут удовлетворить меня так, как чистое преданное служение мне». Go to Haribo. A very nice illustration of we know the offense that one should not interpret the glories of the holy name. Очень здесь хорошо рассказывается про одно из оскорблений, которое мы все с вами знаем, давать собственные интерпретации святому имени Господа. Mahaprabhu's example is that he was so strict that when someone said that the glories of the holy name are an exaggeration, he went to the Ganges and took bath without even taking his clothes off. Махапрабху дает очень мощный пример, что когда он услышал, что кто-то сказал, что прославление святого имени, как святое имя это лишь преувеличение, слава его является преувеличением, Махапрабху прямо в одежде пошел принимать омовение в Ганге. Prabhupada said in that purport that the people that don't have the faith that the Lord and the holy name are the same, they're atheistic demons. И в комментарии Шрила Прабхупада называет людей, которые не считают, что святое имя и сам Господь не отличны друг от друга, он их назвал атеистичными демонами. So we should take some inspiration from this small story to be faithful and take the Shastras as it is. И эта небольшая история должна нас вдохновить на то, чтобы принимать шастры такими, как они есть. When Shastra tells about the glories of the holy name, even something it seems a little amazing, a little beyond our understanding, okay, maybe I don't understand, but I accept. It is true. То есть, если шастры что-то потрясающее говорят о святом имени, что для нас кажется немножко даже чересчур потрясающим и удивительным, мы можем сложить ладони и сказать, может быть, я сейчас этого не понимаю, но раз шастры говорят, это вот как есть, правда. Even following Mahaprabhu's example, I hate even to hear anybody give some bogus interpretation about it. А следуя примеру самого Махапрабху, мы можем чувствовать так, что я не могу даже слышать, что кто-то неправильно интерпретирует святое имя Господа. Hare Krishna. Maybe now we will start with any questions. А сейчас, может быть, мы начнем с любых вопросов. On any topic На that you любые feel темы. inspired to discuss. Что вас вдохновляет? Когда вот мы проводим такие ретриты, фестивали, приезжают возвышенные преданные с удовольствием собираются, приходят на Кришна-катху, участвуют в киртанах. Когда мы... Повторять нужно, да? Когда мы проводим такие фестивали, ретриты,
мы зовем возвышенных вайшнавов, и преданные с удовольствием обычно собираются, участвуют в Кришна-катхе, ходят на киртаны. А когда вот мы возвращаемся в свою обыденную жизнь, в местной ятре, когда у нас может не быть таких чистых и возвышенных личностей, может быть, преданные уже не так активно собираются. То есть, каково наше должно быть правильное понимание, что даже если у нас нет таких вот возвышенных вайшнавов, которые, может быть, допустим, Шуддха-Нама постоянно воспевают, очень искусно и с большим вкусом рассказывают философию, мы должны все равно продолжать собираться и продолжать на нашем уровне, на котором мы находимся, и вдохновлять друг друга, конечно же, медитируя на более чистое воспевание правильное. А сам вопрос в чем? Ну, вопрос, то есть, как, ну, какие-то, может быть, советы практические, как прийти к этому, и насколько это важно, то есть, насколько важно продолжать, несмотря ни на что, в обществе своих преданных, которые у нас уже есть. One thought I have is that we always have the most exalted association available to us. Одна у меня мысль есть, это то, что у нас всегда, для нас есть то самое возвышенное общение преданных, которое для нас есть. If we are interested in taking very exalted association, we can have it at practically at any moment. То есть, если мы хотим иметь очень возвышенное общение, фактически мы можем иметь его в любой момент времени. Therefore, the acharyas left many books. Для этой цели ачарьи оставили множество книг. Like we want the association of high-class devotees that are chanting the pure holy name. Мы все хотим общаться с преданными высокого уровня, которые повторяют чисто святое имя. So the great acharyas are chanting the pure name. Наши великие ачарьи, они повторяют чисто святое имя. And they wrote many books. И они также написали много книг. Srila Prabhupada said, "My purports are my personal ecstasies." Шрила Прабхупада сказал, что мои комментарии — это мой личный экстаз. So many devotees they had Srila Prabhupada's association. И многим преданным удалось лично пообщаться со Шрилой Прабхупадой. But Srila Prabhupada would wake up very, you can say late at night or very early in the morning, and he would write his books, and at that time he was alone. Но Шрила Прабхупада, он поздно ночью просыпался, или это можно назвать ранним утром, просыпался, и он находился в одиночестве в это время. В этом одиночестве он писал книги. But he said at that time he was expressing his personal ecstasy. И он сказал, что в такой атмосфере в эти книги он вкладывал свой личный экстаз. And so if you will open one of Srila Prabhupada's books and read Srila Prabhupada's books, then you can associate with Srila Prabhupada in his mood expressing his ecstasy. И если вы откроете книгу Шрилы Прабхупады и начнете читать содержимое этой книги, то вы начнете соприкасаться с личным экстазом Прабхупады. I feel it's a very important point. Мне кажется, это очень важный момент. And it's a great test for our own sincerity. И также это хорошо проверяет нас на нашу искренность. We may say that we want great association, but really, are we really interested? Мы можем говорить, что я хочу очень такое возвышенное общение. Действительно это так? Мы действительно заинтересованы в таком общении? Because it's available to us, but so many times we're more interested in something else. Потому что общение это доступно для нас. Просто очень часто мы заинтересованы сами в чем-то другом. So we should never be hopeless. Мы никогда не должны терять надежду. That I don't have good association. Никогда не должны думать, вот у меня нет хорошего общения. We were just reading the verses of Krishnadas Kaviraj. А вот сейчас мы с вами прочитали стихи, написанные рукой Кришнадас Кавираджа. Would you be interested to associate with Krishnadas Kaviraj? Хотите пообщаться с Кришнадас Кавираджем? So it can be done. Это возможно.
at any time. В любой момент времени. You know, these authors are expressing the best of themselves. They're giving themselves in the most important way in the books that they're writing. Эти писатели, они выражают себя наилучшим, наиважнейшим образом на страницах книг, которые написаны ими. You know, when we have personal dealings, we may not always reveal our minds in the most intimate kind of way. В личном общении, возможно, мы не всегда наилучшим образом выражаем свой ум. But these acharyas are writing in the books the most elevated, high philosophy and pastimes and, you know, intimate ecstasies of pure devotion. Но наши ачарьи, они на страницах своих книг выражают очень возвышенные, высокие мысли, которые пронизаны чувством экстаза. So it's always there. И чистой преданности. И эти книги всегда как бы есть. But the test of your sincerity is how interested are you? Но проверка нам на искренность, насколько мы в них заинтересованы. Of course, if great senior devotees like Bhakti Chaitanya Maharaj come to you, then definitely you should take full advantage of their association, try to serve them, try to hear from them. Когда великие, чистые, преданные, подобные Бхакти Чайтанье Свами Махараджу приезжают к вам, конечно же, нужно воспользоваться, сделать все возможное для того, чтобы оказаться в их обществе. Definitely we can't minimize like the personal touch of meeting the great souls. Мы не можем преуменьшать личный контакт с возвышенной душой. But if somehow, you know, today we are not fortunate to get that type of association, there's still no excuse for not getting the best type of association. Но если сегодня, прямо на сегодняшний день, нам недоступно такое возвышенное общение, у нас все равно нет отговорок, чтобы отнекиваться от возвышенного общения. Is that okay? But the question was more than that, right? Why devotees don't get together as actively? Don't get together as When there is actively. no kind of. Может, я даже больше имею в виду конкретно про киртан. И, может Maybe быть, actually I mean kirtan more. и может быть, вот вы же много путешествуете, вот места, допустим, ятры, где есть регулярное воспевание в храме, допустим, дополнительно, естественно, помимо храмовых программ, это понятно. And you travel a lot. Maybe you see kind of temples that have separate time just for kirtan, apart from regular morning. То есть что их program. вдохновляет в первую очередь вот продолжать это и собираться вместе? То What есть, inspires devotees to continue gather together and sing kirtan together? то есть это какие-то конкретные, как часто бывает, личности, которые вот всех вокруг Is it себя based собирают, on или каждый personalities вкладывается сам who are туда? able to get people together, or it's an individual consciousness that we need to come and be there? Yeah, I'm reminded of a few stories. Это напоминает мне о нескольких историях. There's a story that many years ago, Ayendra Prabhu was in the temple in New York. Это история многолетней давности. Аиндра Прабху был в храме в Нью-Йорке. It was in the early 80s. Начало 80-х было. And he felt internally a huge personal conviction that the devotees should go on the street and perform Harinam Sankirtan. И он чувствовал глубокую внутреннюю убежденность, что преданным нужно выйти на улицы с Харинама Санкиртаной. And there were actually hundreds of devotees in the temple, but at that time the emphasis of the devotees was a little different. The emphasis was not going out on the street for public chanting. И в то время в храме проживало несколько сотен преданных, но при этом акцент не стоял на харинамах, акцент был немного на другом служении. And so Ayendra Prabhu felt very disappointed and frustrated. Why won't the devotees come and join the kirtan party? И Аиндра Прабху был разочарован, расстроен, и
вот он говорил, почему преданные не присоединяются к группе санкиртана. And he was complaining and expressing his frustration. Why aren't the devotees doing the kirtan? И он жаловался, говорил об этом, ну почему преданные, почему не собираются на киртан? So one of Ayendra Prabhu's godbrothers, he said, Ayendra Prabhu, you should not just complain that the devotees are not doing kirtan with you. И один из духовных братьев Айндри Прабху сказал, Айндри Прабху, тебе не стоит только вот жаловаться, что почему преданные не поют киртан с тобой. He said, if you want the devotees to do kirtan with you, you should perform the kirtan in such an attractive way that the devotees feel inspired to join with you. И он сказал, что если ты хочешь, чтобы преданные приходили на киртан, ты должен петь киртан так привлекательно, чтобы преданных тянуло на этот киртан, чтобы они хотели прийти на него. And my understanding is, Ayendra Prabhu really appreciated that comment and felt like Krishna spoke through his godbrother. И насколько я понял, Айндри Прабху очень оценил по достоинству эту ремарку своего духовного брата, и он это принял как бы. And practically, I think his personal example is exactly that. He did kirtan in such an ecstatic, attractive, wonderful way that it enlivened many devotees. Many devotees were very interested to do kirtan with him. Его личный пример показывает, что он так потрясающе, удивительно, прекрасно, вдохновляюще пел киртан, что он вдохновил очень многих преданных, и очень многие преданные были заинтересованы в том, чтобы петь киртан с ним. Once Ayendra Prabhu was telling me there are two types of kirtan. Однажды Айндри Прабху мне сказал, что существует два вида киртана. Or he means two types of sankirtan, congregational chanting. Имел он в виду два вида санкиртана, совместного воспевания. He said he compared it to the different types of Krishna's rasa lila. И он сравнил эти виды совместного воспевания с разными видами раса лилы Кришны. There is the Maha Rasa Lila, where Krishna is dancing with so many types of gopis. Есть Маха раса лила, где Кришна танцует с огромным количеством разных гопи. And then there's the Rasa Lila, the Sharat Purnim Rasa Lila, where Krishna is just dancing with Radharani and her close friends. А есть еще Шарат Пурнима раса лила, в которую Кришна танцует только с Радарани и ее близкими спутницами. So what he meant to say is, some Sankirtan, it's done in a more intimate type of association with like-minded devotees, you can say. И он имел в виду, что иногда мы киртан проводим в очень узком кругу преданных единомышленников. And another type of Sankirtan is like a little more general. There may be so many types of people to engage in chanting. А есть другой вид Харинама Санкиртаны, когда в киртане включены всякие разные люди, совершенно разных мастей, но все они вовлечены как бы в киртан. Like, you know, maybe someone will have to lead the kirtan amongst many types of people, newcomers, you know, many devotees that they don't know, that they don't have a previous relationship with. Имеется в виду, что иногда нужно вести киртан, и как бы среди людей присутствуют и новенькие люди, и преданные, которых ведущий киртана вообще не знает, первый раз в жизни видит. And then another type of kirtan, maybe you just have, you know, your team, that you're always, you know, you have very good friendships and relationships, and you're doing kirtan together often, and so it's a more maybe intimate gathering. И другой вид киртана, когда ты фактически с друзьями собираешься, вы часто поете киртаны вместе, и это другое как бы совсем. So Ayendra was saying there's two types of kirtan. So I said to Ayendra Prabhu, you are very lucky. И вот Айндра Прабху сказал, что вот такие два вида киртана есть. И я сказала, Айндра Прабху, вы очень удачливы. I said, you are very lucky, Ayendra Prabhu. Очень вам повезло, Айндра Прабху. I actually was very foolish, but I used the word luck as though it was by chance. И я глуповатый, конечно, что я использовала это слово именно, что вам повезло, что какой-то шанс присутствует в этом. I said, you are doing the kirtan in the Krishna Balaram temple. And the Krishna Balaram temple, there's hundreds and thousands of guests always coming through the temple room. Я сказала, что вы проводите киртан в Кришна Баларам Мандире, и там поток людей огромный, тысячи людей каждый день проходят через этот храм. But Ayendra also, he has his group, his team,
his mridanga players and the kartal players and people that will sing with him. And so he has a very committed group that he's doing kirtan with very regularly. Но также у вас есть группа, именно ваша группа, там ваши мридангисты, ваши караталисты, люди, которые вам подпевают, поют, и вы с ними одна сплоченная команда. So the kirtan is going on amongst hundreds, maybe thousands of people in the temple room, many of whom, we don't know them, we never met before, maybe their first time in the temple, who knows. But in the center, there is a committed group, maybe 15, 20, 30 people that are fully on Indra's team, ready to support him. И хотя киртан разносится среди тысяч и тысяч людей, которые, может, вообще первый раз в жизни столкнулись с киртаном, но тем не менее, в центре этого киртана находится такое ядро, команда из 20-30 человек, которые полностью на стороне Индры, то есть полная поддержка оказывается ведущему киртану. So I said, Indra, you're so lucky. И я говорю, как же вам повезло, Индра Прабху. Because even though you're doing the kind of Maharas Lila Kirtan amongst so many types of people, что несмотря на то, что вы проводите вот этот киртан в стиле Махарасы, когда там присутствует огромное количество разнообразных людей, but at the same time you have your core inner team, and so you can really express yourself. Indra was singing so many interesting melodies and expressing his devotion in a very beautiful way. В то же самое время у вас есть ваша именно группа, благодаря которой вы можете выразить себя как все, что вы хотите, вы можете. Вы поете разные мелодии, экспериментируете, очень красивые киртаны получаются. So Indra, he looked at me with a little bit of a sour face. И Индра на меня посмотрел таким, как сказать, разочарованным лицом. He said, yeah, maybe you can say that I'm lucky. Кислой мордочкой посмотрел на меня и сказал, ты, может быть, называешь это, что мне повезло, что я удачливый. He said, but actually, the reason that we have what we have here in this temple room is because of the determination of one man. Но причина, почему в этой алтарной комнате сидит вот такая вот группа, она сидит тут благодаря решительности одного мужчины. Because one man was super determined to do the kirtan in a very ecstatic, very attractive way. That was the foundation for the kirtan there. Из-за того, что один мужчина был решительно настроен, чтобы киртан был экстатичным, очень воодушевительным, привела к тому, что сейчас ты видишь сплоченную группу преданных. One person was very determined to take on all kinds of austerities, to take so much trouble, and to do hundreds and thousands and thousands and thousands of hours of kirtan to come to that point that he had achieved when I said he was lucky. То есть один человек был настолько решительно настроен, что был готов пройти через все аскезы и перипетии для того, чтобы и пропеть тысячи и тысячи часов киртана для того, чтобы достичь до того уровня удачливости, который я упомянул с ним в разговоре. I hope that example is clear. Я надеюсь, что этот пример самоговорящий. Just another humble example I can give. Еще один смиренный пример могу привести. I have friends in New York. Maybe some of the devotees have heard of Achyuta Gopi Mataji. В Нью-Йорке у меня есть друзья, возможно, некоторые преданные слышали такое имя Achyuta Gopi Mataji. She is very famous. Она очень знаменитая. And she's a super powerful kirtan И leader. она очень мощная киртания. One of the most empowered in our Hare Krishna society. Одна из самых уполномоченных в нашем движении Харе Кришна. So her older brother, her older brother is named Ananta Govinda. Ее старшего брата зовут Ананта Говинда. And Ananta Govinda Prabhu is my old friend. И Ананта Говинда Прабху мой старый давний друг. And he is maybe the best mridanga player in our whole Hare Krishna society. И, скорее всего, он по праву один из самых лучших мридангистов во всем нашем движении. And Ananta for so long has so much faith and determination to do kirtan for their deities Radha Govinda.
И у Ананты на протяжении огромного количества лет огромная решимость и вера в то, чтобы петь киртан перед божествами в храме в Бруклине Радой Говиндой. You know, we are both about 7 years older than his sister Achyuta Gopi. Мы оба лет на 7 старше его младшей сестры Ачюта Гопи. And I remember when Achyuta Gopi was very small, maybe 13 years old, Ananta was always so strict with her. Я помню, когда Ачюта Гопи была еще совсем молоденькая, лет ей было 13, я помню, каким строгим с ней был ее брат Ананта. Why are you out in the hallway talking prajalpa to your friends? Now is the time for kirtan. Time to go into the temple room. Почему ты тусуешься в коридоре со своими друзьями в то время, когда нужно уже петь киртан? Быстро в алтарную, начинаем петь киртан. He's a very strong and powerful man. When he would speak in a heavy way, it's like a little terrifying. Он очень большой, он очень сильный мужчина. И когда он говорит, то это очень внушительно и даже пугающе. And even Achyuta would come in with like fear on her face, like because she had just been chastised. He would force her to sit there. И Ачюта заходила в алтарную иногда даже с таким ужасом на лице, потому что она была испугана, и вот но она приходила на киртан. And they have their program a few times a week. They sit in front of the deities for their kirtan, and he has been super fixed and super regulated doing that for like 20 years. И они запланировали очень конкретные дни, часы несколько раз в неделю. У них проходят именно то, что вы говорите, киртаны вне программы храмовской. И он очень стабилен в этом, и он стабилен в этом уже 20 лет. And I used to live in that Brooklyn temple for some years. И я несколько лет раньше жил в этом храме в Бруклине. And Ananta was so fixed. Even if it was just 2 people, him and myself, we would sit and do kirtan for a couple of hours. И Ананта был очень сосредоточенным, даже если участниками киртана было 2 человек, он да я. Мы все равно пели киртан вдвоем несколько часов. And many times it was 4 people. It was Ananta, his wife, Achyuta Gopi, myself. И часто нас было 4. Это был Ананта, его жена, его сестра Ачюта Гопи и я. The temple room is giant. It's maybe 2 or 3 times the size of this room. И у них алтарная комната гигантская, она в 3-4 раза больше этой комнаты. So just, you know, maybe 4, 5, 6 people, it looks very small. И когда в таком огромном зале ты видишь 4-5 человек, это кажется очень чем-то маленьким, незначительным. He was so fixed, and for years it was mostly like that. И он был очень сосредоточенным на своем служении. На протяжении многих лет так эта группа оставалась в этом же количестве. Anyway, I left New York about 10 years ago. Я уехал из Нью-Йорка лет 20 назад, лет 10 назад. But now when I go back, it's very wonderful what they've done there. Но сейчас, когда я возвращаюсь, я вижу, что это дало свои плоды. First of all, 100%, Ananta and Achyuta, they're fully fixed. They're coming every time to the kirtan without fail. Прежде всего, 100% посещаемость у Ананты Говинды и у Ачюта Гопи. Они всегда там. But now the standard is there's like 30, 40 people there at least, even on a simple night. Но сейчас вполне обычно, что там собирается 30-40 человек, даже в обычный вечер, не фестивальный. It's one of the best preaching that I see in New York City now. И по мне так это один из лучших видов проповеди, которые я вижу сейчас происходит в Нью-Йорке. Their kirtan is so attractive. Many people, they're not interested otherwise in Hare Krishna, but they're interested to come to that kirtan. Их киртан стал таким привлекательным, что даже тех людей, которых ничего не интересует движение сознания Кришны, интересует просто их киртан, и они приходят на него. So the temple can't get new people to come for like the class and even the prasadam, but they're very interested to come for that kirtan that Ananta is so committed to. Храм сам по себе не способен, этот храм, привлечь людей на лекцию, даже на просадам люди не приходят, но на этот киртан люди приходят. So I just feel it's another very beautiful, wonderful example of a very dedicated person who's, committed, not discouraged by anything. He's ready to sing just for the deities,
and he just stayed consistent, and I think he set a phenomenal example. Я думаю, что это еще один замечательный пример преданного, который очень сильно посвятил себя киртану. Он способен петь просто даже для божеств, даже если он один это делает. И это дает огромный хороший результат. So I'm sorry to speak too long on this question, but I feel that actually the real answer is it's not easy to inspire people in Krishna consciousness. Я прошу прощения за очень распространенный ответ, но я думаю, что ответ в том, что не так просто вдохновить людей на сознание Кришны. Actually, it takes purity. Чтобы это сделать, необходима чистота. And from purity is the force, they say. Говорят же, чистота — это сила. If someone can dedicate themselves to becoming serious in Krishna consciousness, then that purity is what may attract other people to join them. Если кто-то может посвятить себя, стать очень серьезным в сознании Кришны, то его чистота может стать привлекательной, она может привлечь других людей, присоединиться к тому, что делает этот человек. So I can't really give an easy answer. Поэтому я не смогу здесь дать простого ответа, простого решения. But if you want to, have nice groups of devotees coming together for kirtan, then I guess the best advice is, lead by example. Но если ты хочешь, чтобы хорошая группа преданных собиралась на киртан, то мой совет — это нужно подавать очень хороший пример, личный пример. And try to think how to do it in an attractive way so that other people might be inspired to help you. И обязательно нужно думать, как это сделать также еще и привлекательным, чтобы это могло вдохновить других людей быть там, где это происходит. Харе Кришна. Okay. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо, что объяснили так хорошо. Thank you for your nice explanation. Скажите, пожалуйста, вкратце о Туласи. Я давно ищу на этот вопрос-ответ, меня никто толком еще не объяснил. Нигде я не читал. Почему Кришна так любит Туласи, и мы поклоняемся? Why Krishna loves Tulsi so much, and why do we worship Tulsi? That's a good question. Можете вы рассказать? Мне надо вспомнить, есть история, да. Do you remember anything? Something. There was some affair with Tulsi, and they got cursed to this material world, and there's Shalagram and Tulsi, but I don't remember. История, которая будет, может быть, не так ясно рассказана, потому что к ней надо как бы подготовиться, ее прочитать. Но, во-первых, я сразу скажу, что она не происходит во Вриндаване, чтобы преданные ничего плохого про Радарани не подумали. Но Туласи — это девочка, да, это одна из гопи. И Кришна увлекся ею. Это я вкратце, потому что я просто вспоминаю историю. Кришна ею увлекся, и это заметила Радарани. Ну, то есть Кришна увлекся гопи, ему вообще не нравится, да? Вот. Ну, то есть она его подружка как бы. Но его застукала Радарани. И Радарани ее прокляла, и его тоже. И так они спускаются в материальный мир и становятся Туласи и Шалаграмом. То есть девочка становится Туласи, Бринда, она становится Туласи, а Кришна превращается в камень, в Шалаграму. Но их все равно связывают эти отношения, влечения. И поэтому есть же Туласи и Шалаграма Виваха, свадьба между Туласи и Шалаграмом. И считается, что Кришне очень нравится Туласи, и без нее он, ну, здесь, по крайней мере, в материальном мире, без Туласи он точно ничего не хочет принимать. То есть она как проводник Кришны. Но поскольку Радарани, как сказать, во Вриндаване Радарани не считает себя никакой царицей, там, никакой большого положения она не считает, что она занимает, она просто девочка-пастушка. В Вриндаване Радарани, у нее нет даже мысли, что она может проклясть. Поэтому считается, что эта лила не произошла во Вриндаване.
что она пришла за пределы Вриндавана, где Радарани могла помыслить, что она может кого-то вообще проклясть. Ссылку даю. У меня однажды был ваш вопрос. Я написала Пурначандре Госвами, и он мне написал это в письме. Вместе с этим же объяснением, что эта лила не произошла во Вриндаване, чтобы у меня следующего вопроса не возникло. Харе Кришна. Вот вы сказали, что чтобы привлекать преданных в сознание Кришны, нужна чистота. Что чистота — это сила, да? А вы будьте добры, пожалуйста, раскройте вот это понятие, что такое чистота. И как ее можно достичь? Харе Кришна. Well, purity means purity of intention. Чистота значит чистота намерений. We know the definition of pure devotional service. Мы знаем определение чистого преданного служения. Anyavilashita shunyam gyan kyamardanavritam anukuyena Krishna anushilanam bhaktir uttama. It is Rupa Goswami's definition of pure devotional service. Это определение чистому преданному служению дает Шрила Рупа Госвами. At the highest, the Uttama Bhakti means to do service to Krishna with a favorable intention. Высшая бхакти, уттама бхакти, означает, что мы служим Кришне с чистым мотивом. And without any mixed motivation. С чистым намерением и без смешанных мотивов. Mixed motivation means karma and jnana. Like смешанные мотивы сводятся к карме и гьяне. Like the karma means opulence and enjoyment in the material world, sense gratification. Карма — это желание богатств, роскоши, какого-то наслаждения в материальном мире. And jnana means a desire for liberation. А гьяна сводится к желанию к освобождению. So the pure devotional service is service done to Krishna with a favorable intention, without any mixture of those ulterior motives. И вот чистое преданное служение — это когда мы служим Кришне с благоприятными мотивами, и у нас в наших мотивах нет никаких примесей. Or Chaitanya Mahaprabhu says, Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagat isha kamaye mama janmani janmani shure bhavatad bhakti rahaituki tvai. He says, I don't want wealth, I don't want women, I don't want any followers. I'm only interested in your causeless devotional service, birth after birth. И Чайтанья Махапрабху в своем стихе в Шикшаштхе говорит, что я не хочу богатства, я не хочу красивых женщин, я не хочу последователей, я хочу лишь чисто служить тебе из жизни в жизнь. So, everyone is looking for wealth. В этом мире все ищут богатство. Or everyone wants women or these kinds of romance in the material world. Everyone wants followers, fame. Люди хотят женщину или хотят, другими словами, романа какого-то в материальной жизни. Хотят, чтобы люди следовали им, были последователи. Those things, everybody is infected with those desires, and it's big stumbling blocks for the person that is interested in spiritual attainment to give those desires up. И все люди фактически инфицированы этими желаниями. Это большие камни преткновения для тех, кто хочет возвышаться и стараться избавляться от этих желаний. And even Mahaprabhu says, I just want causeless devotional service, birth after birth, which means he's not even interested in being liberated from the cycle of repeated birth and death. He's ready to continue on in the cycle of birth and death, just he wants causeless devotional service to Krishna. И Чайтанья Махапрабху, он говорит, я хочу беспричинного, беспримесного преданного служения из рождения в рождение,
Из рождения в рождение означает, что его не интересует даже освобождение. То есть даже если потребуется находиться в цикле рождения и смерти, постоянно пребывать, он готов даже быть в цикле рождения и смерти, но чтобы он мог беспримесно служить Господу. So that's the basic, simple understanding. What does it mean, purity in Krishna consciousness? И это основы понимания того, что значит сохранять чистоту в сознании Кришны. And to understand beyond just philosophy, we can look at the examples of the acharyas. И чтобы иметь понимание, превосходящее лишь философское понимание, нам также следует смотреть на примеры наших ачарьев. How are they acting? How are they speaking? How are they living? How are they serving Krishna? Как они себя ведут, как они себя говорят, как они служат Кришне. We can examine their lives and get a feeling for what does it mean to be pure in devotional service. Мы можем изучать их жизнедеятельность, чтобы понять, что значит быть чистым в служении Кришне. For example, the pure devotees are always engaged in serving Krishna somehow. Например, чистые преданные тем или иным способом, каким-то образом всегда заняты в служении Кришне. They're not wasting their time in any other type of distraction or any other type of activity. Они никогда не тратят время впустую, никогда не отвлекаются ни на что, не занимаются какими-то побочными делами. That's not something that's someone can fake. И это очень сложно имитировать. То есть это невозможно, как сказать, подделать. You cannot pretend to do that for a very long time. Долго притворяться не удастся. You have to have purity to be able to do that. Чтобы вот так заниматься все время, быть в преданном служении, нужно иметь какую-то чистоту. Like even the association we've had in our Krishna consciousness movement, sometimes I'm just amazed how devotees can just tirelessly serve. Даже у нас есть примеры, живые примеры движения сознания Кришны, иногда диву даешься, как этот преданный может столько служить. We see examples in our Krishna consciousness movement of people who can just give so much energy. Where do they have all this energy? They have so much energy and for service. В движении сознания Кришны есть преданные, даже не понимаешь, откуда у них столько энергии. Они столько служат, не поймешь, откуда они черпают эту энергию, чтобы так много заниматься преданным служением. So these are marks of purity. Все это признаки чистоты. And like our idiom or our maxim is that purity is the force. И у нас есть эта идиома или слоган такой, что чистота — это сила. Srila Prabhupada, he would often tell the devotees that if they're strict in their practice of Krishna consciousness, especially chanting 16 rounds, following 4 regulative principles, attending programs and doing sadhana, then people will perceive that kind of purity. И Шрила Прабхупада, он говорил своим преданным, что если они будут строги в регулирующих принципах, если они будут следовать всем 4 регулирующим принципам, если они будут строги в садхане, если они будут ежедневно повторять 16 кругов, люди заметят их чистоту. They will perceive this person has purity, and so this person has character. This person is it's worth it to follow a person with purity. То есть простой человек увидит, в этом человеке, за этим человеком стоит чистота, у этого человека есть стержень. За таким человеком я могу следовать в жизни. Like I heard one story that one lady, she had her child and she went to Mahatma Gandhi. Есть одна история, я слышал, как у одной женщины, у нее был ребенок, и она повела его к Махатме Ганди. And Mahatma Gandhi was famous in India as like a saintly personality. А в Индии Махатма Ганди славился как святой. And so this lady said to Mahatma Gandhi, Gandhiji, please tell my child not to eat so many sweets, or don't eat any sweets. И эта женщина сказала
Ганди, пожалуйста, скажи моему ребенку, пусть прекратит кушать сладости. Because the child was maybe eating too many sweets. Наверное, ребенок слишком много кушал сладостей. So Gandhi said, please come back after 1 week. И Ганди сказал, приведи мне его через неделю. So the lady came back with her child after 1 week, and Gandhi said, don't eat any sweets. Через неделю она привела ребенка, Ганди смотрит на ребенка и говорит, больше не кушай сладости. So then the lady said, why couldn't you just say that last week? И женщина его спрашивает, а что же вы на прошлой неделе ему этого не сказали? So Gandhi said, first I had to give up sweets, then I can tell somebody to give up sweets. Ганди сказал, мне самому сначала нужно было отказаться от сладости, чтобы иметь право сказать человеку, чтобы он отказался от сладости. So purity is the force. Чистота — это сила. Right? We know that to eat meat is very horrible. Мы с вами прекрасно знаем, что кушать мясо — это ужасно. But if someone can't give it up, how can they tell other people, you know, you shouldn't eat meat? Но если кто-то не может сам отказаться от мяса, как он может другого человека убеждать, что тот вот почему-то не должен есть мясо? First, we should have some quality, and then when we speak, it will have some potency. Сначала у нас должно быть какое-то качество. Тогда, когда мы будем что-то говорить, в этой речи будет сила. If someone is, you know, telling very strong instructions in Krishna consciousness, you should be very strict, you should, you know, study so much and chant so much and do so much service, it will have a different weight depending on the quality of the person that's speaking like that. Вот кто-то может в сознании Кришны говорить, какие-то наставления давать, будьте строгими в этом, следуйте тому, следуйте всему. И вес речи будет пропорционален тому, насколько сам человек следует. If someone is not following so nicely, then their preaching will not have the same impact. Если человек сам не очень-то следует, то его проповедь не будет такой могущественной. Like, I mean, if it's okay, I can just say, like, you know, when I had the association of Ayendra Prabhu, he was very, very pure. Если вы не против, я скажу, что когда у меня была возможность общаться непосредственно с Аиндрой Прабху, я могу лично сказать, он был очень-очень чистым. He was very, very strict with himself. Он к себе очень-очень строго относился. And he really showed the example of a sadhu. И он показал пример настоящего саду. And if he asks me to do something, I just can't refuse him. И если он меня просит что-то делать, ему я просто не могу отказать. If he says, hey, someone on the night shift, you know, they can't come tonight. Can you come tonight? Если он говорит, что сегодня в ночную смену такой-то, такой-то не может выйти, можешь его заменить? Night shift is a big austerity, then you don't get to sleep. Ночная смена — огромная аскеза, то есть тебе в эту ночь не доведется спать вообще. But if he will ask me, 100%, I cannot refuse him. Но если он меня попросит, 100% я пойду, не смогу ему отказать. I'm just saying, it's my personal experience. That's my. Это просто на личном опыте, как это действует. It's my, like, you know, purity is the force. I had so Чистота — это much сила. respect for him and appreciation for him, and I saw whatever I do for him, he's doing thousands and million times more than me. У меня огромное уважение к нему, да, и я просто также знаю, что бы он меня ни попросил сделать, то, что он делает, это в тысячу раз больше. Он гораздо больше меня занят. I can tell a funny story very quickly. Могу одну смешную историю быстро рассказать. It's also maybe a tragic story, I don't know. Она, конечно, еще и трагичная. Трагикомедия сейчас будет. Maybe everybody knows in 2001 there was those planes flew into the World Trade Center in New York City. 9/11. Yeah. В сентябре 2011 года знаменитая история, да, в Америке, в Нью-Йорке, 2 самолета врезались в торговую палату. And 2 biggest buildings in New York City were destroyed. Они разрушили 2 самых крупных здания в Нью-Йорке, 2 самых высоких здания. So I was in New York City at that time. В этот момент я находился в Нью-Йорке.
even with my own eyes, I watched as the buildings burned and fell down. И я мог своими глазами, я увидел, как эти два здания падают. And my Guru Maharaj, he was also in New York City at that time. И в этот же момент мой Гуру Махарадж был тоже в Нью-Йорке. And it was a big shock on everybody's consciousness when that happened. Этот случай, он очень шокировал. Это было постоянно в голове у каждого человека, что это случилось. And at that time, many things were new in our minds at that time. И многое, что в нашем уме проходило через наш ум впервые в то время. So after, shortly after that attack happened, within the next 1-2 days, I read something about Osama bin Laden. Он имеет в виду, что многие вещи были новостями в то время, что мы сейчас с вами знаем, как обычно. В общем, после того, как упали эти башни, через 2-3 дня в новостях Акинчана читает статью, первый раз в жизни слышит имя Осама бин Ладен. And so I mentioned something to my Guru Maharaj, and he was very interested. He said, please tell me about this. Я упомянул в разговоре это с Гуру Махараджем, и он сказал: ой, очень интересно, расскажи поподробнее. And so so I said, Osama bin Laden, he is a big Muslim leader. И я ему объясняю, Осама бин Ладен это большой лидер среди мусульман. He encourages this type of terror attack to makes, because he is declaring his war. И он вдохновляет на подобные террористические акты, таким образом провозглашая войну. So I said, he's like a spiritual leader. It's like he's like Srila Prabhupada. Like there's many people following him, very dedicated to him. И я сказал, он для них как духовный лидер, как для нас Шрила Прабхупада. У него очень много последователей. So my Guru Maharaj, he kind of smiled and he nodded his head. И мой Гуру Махарадж улыбнулся, так головой покачал. He said, yeah, actually, yes, Srila Prabhupada, he was so powerful and his influence was so big on us, and we were so fanatic how we were following him, that if he asked us to fly 2 planes into the World Trade Center, I think we would have done that. И его гуру сказал, ну да, вообще Шрила Прабхупада на нас такое влияние имел, мы так его уважали и ценили, что если бы он нам сказал, что надо на 2 самолетах влететь в эти 2 башни, мы, наверное, тоже влетели. So he was joking, of course. Это такая шутка, конечно. Our Hare Krishna devotees never do any horrible things like that. Преданный Харе Кришна никогда ничего подобного не делает. But he was just pointing to like the full dedication that the devotees had for Srila Prabhupada. Ну, что он подчеркивал, что у преданных было полное предание Шриле Прабхупаде. So why are people so dedicated to Srila А как люди Prabhupada? могли так предаться этому человеку, Шриле Прабхупаде? I think Srila Prabhupada many times he would say, it's not that I'm paying you. Шрила Прабхупада часто говорит, не то, что я плачу этим молодым людям. So then why give so much energy to Prabhupada? Зачем тогда давать столько энергии Шриле Прабхупаде? Because he has purity. Потому что у него чистота. Because purity is the force. Что чистота — это сила. Srila Prabhupada was so unique in his potency because he was so pure. Шрила Прабхупада был уникален в своем могуществе, потому что он был настолько чист. So therefore, people are ready to sacrifice, dedicate themselves to his service. Поэтому преданные могли идти на большие жертвы, могли полностью посвящать себя служению ему. My humble comments, purity is the force. I hope that's okay. Такой смиренный мой комментарий на ваш вопрос. Чистота — это сила. Харе Кришна. Према или любовь к Богу — это конечная цель практики бхакти-йоги. А в Бхагавад-гите есть стих: «Предложи мне с любовью листок, цветок, плод или воду». О какой любви идет речь, если ее пока еще нет? Второй вопрос у меня личный. Сколько кругов вы ежедневно успеваете? С первого начнем. У меня не короткие. She wants to ask how many rounds do we chant first?
Why don't you answer these questions? Already forgot. The first one, how do you offer with love if you have no love? Ну вот этот первый вопрос, да, с какой там любовью мы предлагаем. Я думаю, все тот же ответ, важно намерения какие. То есть важно, куда стремится человек, какая наша цель и за кем мы следуем. То есть до тех пор, пока мы следуем за людьми, которые обладают этой любовью, обладают чистотой, и мы предлагаем через гуру парампару, поэтому не напрямую, поэтому мы предлагаем через них, через очень любящих и чистых людей, которым Кришна доверяет. То есть, если мы предлагаем через Гуру Махараджа, через Шилу Прабхупаду, то через вот эту прозрачную среду Кришна доверит им, он примет этот фрукт, он примет эту воду, он примет этот листик, и мы получим тоже чистое благо, как будто бы мы с премой предложили. Поэтому очень важна Гуру Парампара, очень важна милость Гуру. Поэтому шастры говорят фактически, что наш путь начинается с предания Гуру, нектар преданности. Нужно выбрать Гуру, потом принять его прибежище. Имеется в виду, это любовь к Гуру, это не наша пока еще любовь. У нас есть какая-то, не то, что у нас совсем нельзя полностью уничтожать нашу преданность, но есть смысл, почему есть Гуру Парампара. Спасибо. Есть такое видео небольшое, не видео, аудио. Кто-то вырезал кусочек из лекции, стал везде рассылать лекции Шилы Прабхупады. И там что-то Шила Прабхупада говорит, и вдруг у него прерывается голос, и у него дрожит голос. И он говорит, но это не передать, потому что когда это слышишь, сам плакать начинает. Он говорит, будьте осторожны, вы же имеете дело с Кришной. И у нас может не быть такого отношения к Кришне, мы же еще его, может быть, не так личностно воспринимаем. Допустим, если у нас есть внучка, да, мы знаем, она нежная, она девочка, маленькая, надо с ней мило, приятно, осторожно, так не надо, да? А чистый преданный, представьте, он с Кришной, он знает, что это за мальчик, и что это верховная личность Бога одновременно, что нежный, наивно, одновременно он всемогущий, всезнающий. То есть вот эти вещи еще не совсем в нашем, как говорится, кармане, не совсем это еще наше. И поэтому у нас йога майя не даст нам полного доступа, потому что если у нас появляется полный доступ, значит, нам есть полное доверие к Кришне, когда нас туда рекомендуют. Но таких, как мы, еще нельзя, потому что мы воспользуемся там как-нибудь ситуацией. Поэтому мы идем через Гуру Парампару, где любовь полностью чистая. Спасибо. Если не секрет, сколько кругов вы воспеваете ежедневно? Еще Акинчана Кришна хочет сказать. The Nectar Devotion describes different stages of bhakti. Нектар преданности описывает несколько стадий бхакти. Prema is the goal. Према – это цель. But before prema is sadhana and bhava. Предшествует преме, садхана и бхава. And there's many stages within the category of sadhana. И внутри категории садханы есть еще подкатегории. Sadhana means devotional service in practice. Садхана означает преданное служение, практикуемое преданное служение. We're all starting from that point. И мы начинаем с вами все с этого уровня. Rupa Goswami describes first Krishna consciousness starts with some faith, then sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nivritti, nishta, and so on. Рупа Госвами объясняет, что наша любовь начинается с веры, потом саду-санги, потом санарта ниврити, ништхи и так далее. So devotional service and practice means we don't yet have love or prema. Преданное служение на уровне практики означает, что у нас еще нет как таковой любви, према. But we're following the principles of devotional service as it's been given to us by the great acharyas that do have that prema. Вместе с тем мы следуем принципам преданного служения согласно
тому, как их дали нам ачарьи преданного служения, духовные учителя. So maybe we can't offer our fruit and leaf and water with love, but we can offer according to the principles of pure devotional service that have been given by the acharyas. И, может быть, мы не способны предложить воду, листок и фрукт с любовью и преданностью, но мы можем их предложить через принципы чистого преданного служения, которые нам дают ачарьи. Because by doing devotional service in practice, then gradually, the idea is that gradually the devotee comes to a higher stage and eventually comes to the point of having love. Совершая преданное служение на уровне практики, подразумевается, что постепенно преданный продвигается и переходит на следующие стадии преданного служения. Krishna talks В about конечном итоге, который приводит к любви, прямо. we should review the 12th chapter of Bhagavad Gita. Нам нужно с вами хорошо изучить 12 главу Бхагавад-гиты. Krishna explains different levels of devotional service. Там Кришна объясняет разные уровни преданного служения. The best thing is if you can offer everything to Krishna in a spirit of Krishna prema. Самое лучшее, если мы можем предложить Кришне все, что у нас есть, в духе Кришна према. But if you can't do that, at least you should, offer according to the regulative principles of devotional service. Если не можешь предложить с премой, тогда действуй согласно принципу преданного служения. And then he says that, at least if you can't do that, at least you should do your work in the spirit of karma yoga. Если это у тебя не получается, по крайней мере, совершай деятельность в духе карма-йоги. You can sacrifice the fruits of your work for a good cause. То есть жертвуй плоды своего труда на хорошую цель. And so on like that. There's different stages according to our qualification. The Shastra prescribes how to act for our elevation. Итак, согласно нашей квалификации, Шастры предписывает нам метод, как нам прогрессировать дальше. So wherever we are, even if we're not very elevated in devotion, by following the Shastra, by following Guru, by following the Vaishnavas, we can increase our qualification. И поэтому, на каком бы уровне мы с вами ни находились, следуя шастрам, следуя гуру, следуя вайшнавам, мы можем увеличивать нашу квалификацию. Is that okay? Thank you. The question will be how many rounds we chant. I will say it's personal information. Hare Krishna. Сколько кругов вы воспеваете ежедневно, если не секрет? Я думаю, будет правильно, чтобы это было секретно. Секрет, да? Тогда можно не отвечать. 16 кругов. Еще вопрос. Вот в своих киртанах вы используете очень сложные мелодии, ну, по крайней мере, для меня. Мне их очень сложно воспроизвести. In your kirtans you sing very difficult melodies. At least for me it's very difficult to reproduce. Почему именно такие? Why do you sing that? I'm sorry, maybe I'm making a big mistake. Простите, может, я большую ошибку совершаю. Ну, может быть, это имеет какой-то смысл, какое-то значение. Maybe there is some meaning in it. Yes. The best type of meditation, our acharyas say, the best type of meditation is sankirtan. Наши ачарьи говорят, что лучший из видов медитации это санкиртан. There's many different types of meditation. Существуют разные виды медитации. The best type of meditation is what absorbs our mind. Лучшая медитация та, которая полностью поглощает наш ум. Absorbs our mind in spiritual vibration. Поглощает наш ум в духовной вибрации. So, just to sit down silently and try to think of something, it'll be very difficult to do that for a very long time. И если просто тихо усесться, там как-то на что-то непонятно сосредоточиться, долго не получится, скорее всего. Вот сейчас вот через музыку мы передаем свои чувства. Through music we share our feelings.
А поскольку чувства, они не имеют национальности, то, естественно, музыка доступна всем. Если язык мы можем через переводчика только воспринять, речью. И вот у меня вопрос. Вот моя точка зрения, что через киртан, через пение, вот махамантра, вот на улицах Санкиртана проводится, когда харинам, мы больше эффект можем произвести на людей, нежели через лекции. Потому что, чтобы воспринять лекции, нужно иметь определенный уровень, ну, интеллектуального развития, то есть как бы мозги должны быть подготовлены. И вот в этом смысле киртан, мне кажется, ну, более важен, нежели лекции. Поэтому вот вы сказали, что в Бруклине, да, что даже просадом люди не привлекаются, а на киртан приходит людей больше. И вот в этом смысле, вот чистота, это Прабхупада выдвинул эту идею, что вот чистота это сила. Киртаны должны проводить люди, ну, с определенным уровнем развития чистоты сердца. Через звук мы действуем на человека, на другого, именно с вибрациями своей души. Because we influence the other person by kirtan with vibrations of our soul. И вот допускать к проведению, ну, на воскресных программах пению киртана, мне кажется, стоит только тех людей, которые, ну, достаточно имеют и уровень. Therefore, on Sunday programs, people who should be allowed to sing kirtan. Сознание развитого и уровень чистоты, чтобы... И вот вопрос у меня, вот все-таки я для себя лично хочу уточнить. На мой взгляд, вот пение важнее, нежели вот лекции, они могут быть эмоционально преподнесены, вот как Лакшми-Нарайна это делал, очень как бы у него лекции были. Те, кто вот здесь, вот в этом регионе, они знают уровень его лекций, подачи, что он это, проводил лекции очень эмоционально. Там и гьяна была, он и знания давал, и подключал как бы через мимику, жестикуляцию, и собственные эмоции, к сухому знанию подключал чувства. И вот по важности служения, если вот на чашу весов, так сказать, положить вот гьяну и пение, то пение превысит в 2 раза, на мой взгляд. Ваша точка зрения на этот вопрос? What is my opinion? I think you spoke very nicely. That is my opinion. Я думаю, мое мнение, вы очень хорошо все сказали. Нет, а мне важно вот ваша точка зрения, потому что намного превышает, прямо на мой взгляд, вдвойне пение, нежели лекция. Stronger singing than class. I don't know about that. Не знаю. Не знаю. Someone should also know how to give. Someone also should be absorbed in Shastra and know all the conclusions of the acharyas. Должны быть люди, которые очень сведущие в шастрах, люди, которые знают все выводы ачарьев. Это тоже очень нужно.
it's very important that we hear Krishna Katha. Очень для нас очень важно слушать Кришна Катху. You said that kirtan leader should be pure, should have purity. Вот вы сказали, что лидер киртана должен обладать чистотой. Definitely, it's true. Это вот 100% так. Not even just the kirtan leader. We put so much emphasis on that. If the kirtan leader is pure, it's very important. И не только тот, кто ведет киртан. Мы очень много это подчеркиваем, но не только в этом дело. Если ведущий киртана чист, это очень хорошо. But even if a pure Vaishnava is present in the kirtan, Но даже если просто среди преданных присутствует чистый вайшнав, not even leading the и он kirtan, даже не ведет киртан, then that will increase the potency of the kirtan for просто everybody. его присутствие возвысит уровень киртана для всех присутствующих. Maybe a simple devotee, just a faithful, simple devotee, Guru Maharaj asked that person to lead the kirtan, but Guru Maharaj is sitting there participating in the kirtan. То есть, может, Гуру Махарадж попросит очень простого, неприхотливого такого преданного спеть киртан, но просто благодаря присутствию Гуру Махараджа этот киртан будет мощным. So by the presence of a great soul in the kirtan, even the kirtan leader is not the most highly developed person, but just the great soul is in the kirtan, and everyone will feel the effect of that purity. То есть, и даже если ведущий киртана не такая возвышенная душа, но если среди группы киртанов, преданных, есть возвышенная душа, киртан может стать очень могущественным. So in that way we can all take responsibility for the type of purity that exists in the kirtan. Таким образом, мы можем каждый взять на себя личную ответственность за чистоту киртана. We heard a nice devotee say, by japa we purify ourselves. Один хороший преданный сказал, через джапу мы очищаем самого себя. And by kirtan we purify our relationships. А через киртан мы очищаем наши отношения. So one aspect of the kirtan is how pure are the devotees that are participating in that kirtan. То есть один аспект киртана — это насколько чисты преданные, которые участвуют в киртане. Even if the participants, if they're in very good high Krishna consciousness, very strict, serious devotees, then that will improve the whole quality of the kirtan. То есть если даже сами участники, просто участники киртана, очень возвышенные, очень чистые, серьезные, преданные, их присутствие возвысит этот киртан. And on the other side, if someone is coming in with bad consciousness, an offensive mentality, that will disturb the whole situation. Но если кто-то пришел с плохим сознанием, с оскорбительным умонастроением, то он может нарушить атмосферу киртана. Like initially, Chaitanya Mahaprabhu was very, very sensitive about who is coming to Srivasangam for kirtan. В самом начале Господь Чайтанья очень чувствительно относился, кто приходил в Шривасангам на киртан. They were not allowing it was invitation only. То есть только по приглашению. Вход только по приглашению был. There's the one story in the Chaitanya Bhagavat. There was the Brahmin who was a very pure brahmachari. He was very strict, only drinking milk. And when he came to the kirtan, something in his consciousness, Chaitanya Mahaprabhu felt it. Why I'm not feeling ecstasy in the kirtan today? В Чайтанья Бхагавате есть история о том, как очень чистый брахмачари пришел на киртан, он питался только молоком, был очень чистым, всему следовал. Но Господь Чайтанья Махапрабху почувствовал, что что-то не так, что-то тут не то в киртане я, потому что не чувствую былого экстаза. So Srivas Pandit had to say, well, yes, Lord, we allowed this Brahmin, but he's very pure. И Шривас Пандит сказал, да, Господь, мы пустили этого брамана, но он очень чистый. But Mahaprabhu wasn't satisfied. Oh, you think just by drinking milk you can become a great devotee? That's not Но это не удовлетворило Махапрабху. Он сказал, вы что думаете, можно стать великим преданным просто благодаря тому, что ты пьешь молоко? So I just mean to say, in that way we can see that actually everybody's consciousness it has its effect in the kirtan. Я просто к чему я веду? К тому, что сознание каждого преданного влияет на киртан. The kirtan leader is responsible.
But everybody can take responsibility. То есть это ответственное положение, да, вести киртан, быть ведущим киртана. Но каждый может взять на себя ответственность также. Because negatively or positively, everyone will have their influence. Поскольку каждый будет иметь влияние на киртан, негативное или положительное. Hare Krishna. Maybe we should stop now. А сейчас по времени, по-моему, уже пора заканчивать. Гауравати. Yeah, it's time. Thank you very much. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Акинчана Кришна Прабху ки. Рати Манджари ки. Шила Прабхупада ки. Ананда Коти Вайшнава Вринда ки.